Как правильно настроить ваши AirPods? Конечно, можно задаться логичным вопросом, что тут настраивать, это же просто наушники. А вот не все так просто, отвечу я вам, особенно на последних моделях. В этом видео разберем все доступные настройки AirPods, выясним, как улучшить качество звука и упростить управление наушниками, а также расскажу, как правильно почистить защитные сетки. И что делать, если в наушниках что-то работает не так, как надо, и если они быстро разряжаются. А чтобы разобрать все детально, я взял все актуальные базовые модели и AirPods 4, и AirPods 4 с шумоподавлением, и AirPods Pro 2, так как очевидно, что не все фишки доступны прям на всех поколениях. Подключаем наушники к айфону, открываем настройки, приступаем. Сначала разберем стандартные настройки, которые доступны на всех AirPods. Самое первое и полезное, что советую сделать, это изменить имя ваших наушников. Конечно, тут можно ввести что угодно, но есть один лайфхавчик. Вводим в имени AirPods ваш номер телефона. Если наушники потерялись, то это первое, что увидит тот, кто их найдет. Можно ввести, конечно, не только номер телефона, но также еще и электронную почту, либо имя пользователя в Телеграме, либо любой другой способ связи. И это на самом деле может помочь, если есть шанс, что рано или поздно наушники могут сделать ноги. Следующий пункт, который доступен на всех моделях, это настройки вызовов. Одно нажатие отвечает на звонок, еще одно нажатие во время вызова выключает микрофон, а два нажатия завершают вызов. Этот пункт, в общем-то, достаточно стандартный, но можно переназначить действие одно-два нажатия по вашему усмотрению, либо оставить как есть. А вот индивидуальная громкость — это интереснее. Эффект, правда, от этой опции может быть очевиден не сразу. В чем суть? Индивидуальная громкость регулирует громкость в зависимости от окружающей вас среды и ваших предпочтений. Она изучит то, как вы слушаете музыку в различных обстановках, и будет автоматически подстраивать громкость. Советую включить и проверить, как работает в ваших сценариях. Если не понравится, то всегда можно выключить. Автообнаружение уха активировано по умолчанию. Но если вам неудобно, что музыка автоматически ставится на паузу, когда вы достаете один наушник, то эту фишку можно выключить. А если не хотите, чтобы наушники AirPods переключались автоматически между вашими устройствами, то отключите автоматическое переключение. Например, наушники подключены к вашему айфону, которым вы сейчас пользуетесь, а кто-то из домашних пользуется вашим планшетом. И в этом случае наушники могут переключаться между устройствами автоматически. И вот чтобы этого не было, можно выключить этот пункт. Автоматическое переключение микрофонов между правым и левым наушником советую оставить в режиме авто. Но если, например, у вас что-то случилось с микрофоном одного из AirPods, то можно в настройках зафиксировать использование правого либо левого наушника. И еще одна из свежих базовых фишек – движение головой. Когда наушники отслеживают кивки и наклоны головы для ответа либо отклонения входящего вызова. Тут настроек не так много, движение можно менять местами и проверить, как это работает. Кивнули вверх и низ, ответили на звонок. Покачали из стороны в сторону, отклонили вызов. Оптимизированную зарядочку, само собой, советую включить. Это снизит износ аккумулятора. Но если нужно как можно быстрее зарядить кейс до 100%, то можно временно и выключить. Но потом не забудьте включить обратно. Из основного, что доступно на всех моделях, осталось только персонализированное пространственное аудио. Настройка напоминает сканирование лица в Face ID, только тут сканируется ваша голова и уши. Фишка шикарная, особенно при просмотре фильмов. В настройках можно посмотреть, как она работает. Это советую обязательно настроить. Не обязательно этим пользоваться постоянно. Мне лично нравится слушать музыку просто в режиме стерео, но попробовать определенно стоит. Еще одна опция, которая спрятана не в настройках, это изоляция голоса во время разговора. Смахните шторку пункта управления, нажмите на элементы управления вверху, и в этом меню можно выбрать автоматический режим, стандартный и изоляцию голоса. А если вы пользуетесь Apple Music, то в настройках приложения, в настройках, само собой, можно найти эквалайзер. И хотя в AirPods заявлена поддержка адаптивного эквалайзера, но у вас есть такая возможность. Хотя я этим не пользуюсь. И чтобы было проще отслеживать заряд наушников и кейса, советую добавить на рабочий стол или в боковое меню вот такой виджет, который отображает заряд всех ваших аксессуаров, доступна и его расширенная версия с подробностями. Добавить виджет с зарядом, в том числе и AirPods, можно и на главный экран блокировки в настройках этого самого экрана. На этом базовые настройки закончились, универсальный доступ разберем чуть позже, а сейчас переходим ко всем модным функциям AirPods 4 с шумоподавлением и AirPods Pro 2. Общим для этих двух моделей, конечно же, является
появляется поддержка шумоподавления. Работает оно по одинаковому принципу, но, конечно же, у Pro-версии будет понаряднее из-за типа конструкции, но речь не об этом. Первое, что вас встречает в настройках, это, конечно же, управление шумом. Выключено режим прозрачности, который усиливает окружающие звуки, адаптивный режим и, конечно же, шумоподавление. Не отходя от кассы, можно переназначить кнопки на самих наушниках для переключения между режимами или запуска Siri. Но это чисто дело вкуса, тут можно ничего не менять, если Siri вы запускаете голосом, например. Индивидуальную громкость мы рассмотрели, а вот распознавание разговора может быть как полезно, так и не очень. Суть в том, что когда наушники слышат, что вы начали говорить, то они будут автоматически приглушать музыку. Вроде как это удобно, но может быть далеко не всегда. Если любите поговорить сами с собой, то советую отключить. Управлять режимами работы можно, кстати, через пункт управления, если нажать и удерживать ползунок громкости. На поддерживаемых моделях тут имеется и управление шумоподавлением, и распознавание разговора, и пространственное аудио. А в настройках адаптивного аудио можно вручную отрегулировать, сколько шума будет пропускать наушники в режиме адаптивно. Можно оставить по умолчанию, либо выбрать меньше шума. Эксклюзивно для AirPods Pro 2 доступна и функция «Громкие звуки тише». Этот пункт касается режима прозрачности, и ваши AirPods даже в этом режиме будут заглушать особо громкие звуки на всякий случай. И если вы счастливый владелец AirPods Pro, то у вас есть и возможность запустить проверку прилегания к ушам. Это позволит выбрать оптимальный размер амбушюр, которые идут в комплекте с наушниками. И я уверен, что пока вы смотрите это видео, задаетесь логичным вопросом: а где же лучше всего купить новенькие AirPods? А я вам отвечу, что, конечно же, у моих друзей из Big Geek. Это самый дружелюбный магазин гаджетов, в котором найдете не только AirPods, но также еще и любую другую технику. Ссылка на магазин будет в описании к этому видео, там же найдете и мой промокод на скидку. У AirPods Pro и AirPods 4 с шумоподавлением есть еще и один общий пункт – звуки зарядного футляра. У обычных AirPods 4 такой фишки нет, а вот у всех остальных она имеется. Поставили на зарядочку, наушники пикнули. В общем, полезно. И, конечно же, сеть локатора. Не советую отключать, чтобы ваши наушники можно было найти на карте в случае утери или кражи. Если наушники все же потерялись, то можно открыть приложение локатор и посмотреть, где они последний раз определялись. Либо, если они поймают сигнал от другого айфона, тоже отобразятся на карте. И эта штука на самом деле работает и как-то помогла нам найти наушники, которые мы забыли в аэропорте. Ну, конечно, не факт, что на 100% это сработает, но это лучше, чем ничего. И еще одна уникальная фишка AirPods Pro 2. Помощь со слухом. Наушники — это, конечно, не 100% замена профессиональному слуховому аппарату, но кое-что в Купертино полезное все же добавили. В настройках можно запустить проверку слуха, и по итогам проверки система предложит настроить наушники в соответствии с особенностями вашего слуха. Если со слухом у вас все окей, то включать эту фишку не имеет смысла. Но если необходимо, то у вас появятся дополнительные настройки с возможностью корректировки баланса звука, тона и шумоподавления. Плюс доступен и специальный режим общения, который фокусируется на речи человека, с которым вы общаетесь. В пункте управления также можно добавить специальный переключатель «Слух». Здесь можно включать фоновые звуки, в том числе природы, например, звук дождя. Либо включить лайв-прослушивание, чтобы микрофоны айфона улавливали голос говорящего с вами человека и передавали вам его прямо в уши. Либо таким образом можно, например, шпионить за другими людьми. Положили айфон в другой комнате и слышите, о чем там говорят другие. Но это, конечно же, не окей. А вот в качестве радионяни, кстати, тоже может пригодиться. И в этом же меню можно включить тот самый режим общения, чтобы фокусироваться на звуках речи человека, находящегося перед вами. Также можно добавить и уровень громкости наушников, чтобы контролировать безопасную громкость музыки. Ну, чтобы рано или поздно к старости лет все-таки не оглохнуть. В настройках AirPods можно найти пункт «Универсальный доступ». В этом меню можно регулировать скорость нажатия и удержания кнопок на наушниках. Для моделей с шумоподавления можно включить и шумоподавление с одним AirPods, если вы используете только один наушник. Не знаю уж зачем, но такая возможность имеется. В универсальном доступе имеется и пункт аудиовизуализация, в котором можно провести адаптацию наушников под ваши конкретные предпочтения. Тут имеются как базовые настройки ручками, так и можно запустить пользовательскую аудионастройку, когда ассистент проведет настройку специально под ваши уши и ваш слух. Внизу этого меню можно найти дополнительные настройки
режима прозрачности, такие как усиление звука, баланс и тот самый режим общения. После включения адаптации наушников в пункте управления тоже появятся дополнительные настройки режима прозрачности. Можно включить и моноаудио, чтобы каждый из наушников воспроизводил одинаковый контент. Это может быть удобно, если вы используете одну пару AirPods на двоих, ну либо если вы в течение дня используете только один наушник, например, для прослушивания подкастов, либо просмотра фильмов. Советую включить и регулятор громкости на экране. Очень странно, что этот пункт закопали так глубоко в настройки, но это позволит регулировать громкость на экране блокировки. Возвращаемся в меню универсального доступа самих AirPods. Полезным может быть регулировка громкости тона наушников, то есть громкости звуков, которые издают AirPods, когда вы, например, вставляете их в уши, либо оповещение о низком заряде аккумулятора. А корректировка громкости позволяет отключить управление громкостью воспроизведения с помощью свайпов по ножке наушника. Ну мало ли, вам это не нравится по какой-то причине. Пару слов стоит сказать и о Siri. В этом меню можно настроить или отключить объявления вызовов, либо уведомлений. Лично я предпочитаю отключать объявления, так как для этих целей у меня есть Apple Watch. Но вот если часов у вас нет и вы хотите знать, кто вам звонит и что пишут, то тогда, конечно, включайте. Либо в настройках можно выбрать только определенные приложения, уведомления из которых Siri будет зачитывать вслух. С настройками разобрались, а теперь пару советов. Первый и очень важный совет – следите за частотой защитных сеток наушников. Звучит банально, правда? Но загрязненные защитные сетки – это одна из популярнейших проблем, с которыми клиенты приходят в сервис, либо обращаются по гарантии. И сильные загрязнения напрямую влияют на качество звука и громкость. Чтобы почистить AirPods самостоятельно, по инструкции Apple вам потребуется мягкая зубная щетка, мицеллярная вода, дистиллированная вода и бумажные полотенца. Смочите щетку в мицеллярной воде, держите наушники сеткой вверх и аккуратно потрите щеткой защитные сетки в течение 15 секунд. После этой процедуры переверните наушник и уберите излишки воды с помощью бумажного полотенца. Просто прикладывайте наушник сеткой к полотенцу. В Apple рекомендуют повторить процедуру еще 2 раза, но тут ориентируйтесь по состоянию загрязнений. По завершению смочите щетку в дистиллированной воде и повторите аналогичную процедуру еще 3 раза. После этого дайте наушникам высохнуть при комнатной температуре в течение минимум 2 часов, прежде чем вставлять их в зарядный кейс или использовать. Этот метод подходит и для чистки всех остальных сеток наушников. А если в наушниках что-то работает не так, как надо, либо они быстро разряжаются, либо есть другая проблема, то первым делом стоит сделать сброс AirPods. Для всех моделей, кроме AirPods 4, алгоритм действий такой. Положите наушники в зарядный кейс, закройте крышку и подождите 30 секунд. Пока ждем, заходим в настройки, раздел Bluetooth, выбираем ваши наушники и нажмите «Забыть это устройство». Если нужных наушников тут уже нет, то переходим к следующему пункту. Откройте крышку, нажмите и в течение 15 секунд удерживайте кнопку настройки на задней стороне футляра. Дождитесь, когда индикатор состояния на передней панели замигает оранжевым, а затем белым. После этого можно снова подключать наушники к вашему айфону и проверять, получилось ли решить проблему. С AirPods 4 алгоритм действий такой же, но так как у них нет кнопки, то сначала нужно сделать первые несколько пунктов, а именно положить наушники в кейс, закрыть его и подождать 30 секунд. Потом откройте крышку, дважды коснитесь передней части футляра, пока индикатор состояния светится. Дважды коснитесь еще раз, когда индикатор состояния замигает белым. Дважды коснитесь в 3-й раз, когда индикатор состояния замигает быстрее. А когда индикатор состояния замигает оранжевым, затем белым, то наушники можно снова подключать к айфону. Если что-то не получилось с первого раза, то вставьте наушники в кейс, закройте его, подождите 20 секунд и повторите сброс. Конечно, сброс помогает решить далеко не все проблемы с наушниками, но это первое, что нужно попробовать. Тем более, что это быстро и бесплатно. Ссылку на страницу поддержки AirPods с текстовой инструкцией тоже оставлю в описании. Спасибо, что посмотрели. Если этот гайд был вам полезным, то не забудьте про лайк, комментарий и подписку. Это помогает продвижению видео и росту канала. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока!